Со мной некоторые спорят на эту тему, что типа вот дедовски нормально. Многие колят дрова годами и делают это все равно неправильно. Сейчас я расскажу, как делать правильно, и покажу правильную технику вколки дров. Ну что ж, начнем с самой базы. Когда мы колем, например, на плитке или на асфальте, обязательно нужно брать колоду, выбирать, ставить на нее, можно пониже колоду, чтобы не сильно высоко было бить, и разбивать на такие вот плашки. Плашки, пластины, как их еще называют, это база. Мы ставим ноги более-менее широко относительно. Кто-то вообще в боевой стойке стоит, там левую или правую ногу чуть вперед выставляет, кто уже на опыте. Кто не на опыте, надо стараться ставить ноги относительно широко, так стараться не бить со всей силы, со всей дури, чтобы не попасть себе по ногам. После того, как набили на пластины, начинаем вот таким вот образом мельчить. Вот. То есть стандартная такая работа, это классика, вот, классика жанра настоящая. Вот. В первом кадре я работал фискарсом, 32-м сейчас я вот взял колун, это колун заказчика, просто интересно было его проверить. Он достаточно тяжелый, для новичков не рекомендуется, для новичков рекомендуется колун весом 2,5-3 килограмма. Вот здесь я тоже разбиваю им на пластины, которые далее буду мельчить. Вот. Обязательно, если вы на асфальте на плитке, ставить на другую колоду чурочку, которую вы пластите. Вот, разбивайте на пласты, разбивайте на плашечки. Дальше у нас идет снова мельчение. Вот здесь я работаю уже полегче топориком, 28-м фискарсом. Он 1,8 килограмма. В принципе, для новичков, да, достаточно колуна 3 килограмма примерно по весу и топорика 1,8-2 килограмма. Все, больше не нужно. Дальше идем на следующую локацию. Эта береза намного более сложная, как видите. Это береза витая. Она вся витая, несмотря на то, что кажется, что она легкая со стороны. Она достаточно сложно кололась. Вот. Видите, как она прям держится. Она ее прям держит. Вот. Она крепкая такая. Вот, приходится здесь вот так вот дорабатывать. Здесь тоже на плитку поставил чурочку. Это важно, это супер важно. Не бить, не разбивать дрова, когда они стоят на асфальте или на камнях на каких-то. Если на какой-то земле, там, вы знаете, что там внизу нету никакого стекла, камней и так далее, хорошо, потому что это и опасно может быть, что-то может отлететь в вас, в глаза, куда угодно. И второе, уже во-вторых, да, вы можете испортить просто себе инструмент. Здесь можно заметить, что не хватает веса этому колуну для вот этой именно березы. Поэтому я поработал им, 32-й фискарс, он по весу в районе 2,5 килограмм. И здесь это прям явно видно, смотрите, он прям отскакивает. Он отскакивает, удар, он отскакивает. Поэтому мной было принято решение взять с собой 36-й фискарс, колун кувалду. Не обязательно, чтобы это был фискарс, надо, чтобы это был тяжелый колун, да, с широкой такой головой. Вот, 4-5 килограмм для такой вот древесины. Я уже, когда запросил фото, да, видео у заказчика, я сразу понял, что надо брать тяжелый колун, поэтому в арсенале своем я имею около 7-10 колунов разных. И рекомендую иметь хотя бы 3-5 разных колунов под разные задачи, под разные инструменты, под разные березу, да, под разную сложность колки дров, потому что абсолютно есть разные, в разных даже регионах России нужен разный инструмент. Например, на Алтае есть береза вообще твердая, она как каменная, например, ее очень сложно колоть. Поэтому обязательно с собой надо примериться и посмотреть, что с собой взять, чтобы это было корректно. Чтобы не взять слишком тяжелый или слишком легкий. Вот. Потому что если береза, например, легкая, то зачем махать тяжелым колуном? А если она тяжелая такая для колки, ну надо что-то потяжелее взять. Видно, что тут, ну, намучился я с этой березой, и она прям, вот она. Что происходит, можно прям посмотреть.
Здесь обязательно я посмотрел, нету вверху никаких проводов, потому что такое бывает. Так случаи уже были, обязательно посмотреть крыши, провода, чтобы ничего не сбить колуном. И здесь я уже взял 5-килограммовый колун кувалду. Видите, я тоже бью по краям, особенно по такой березе тяжелой. Надо бить по краям обязательно. Вот. Пошире взял такую колоду. Колоду желательно брать по весу выше колена. Лучше напилить ее себе. Ну, тут я и не пилил эту древесину. Я приехал, уже была напилена, поэтому выбрал, что есть. И на ней колол. В принципе, достаточно. Объем был не сильно большой, поэтому было нормально. Вот. Такие вот пластиночки у нас, плашечки получаются. Она витая, она прям очень витая, эта береза. Поэтому здесь я дорабатывал 5-килограммовым. Итак, 2 локации мы прошли. Первую кололи такую березу хорошую, ровненькую на плитке. Вторую также на плитке, но уже березу. Это другая береза была. Она была намного тоньше, но она была намного сложнее в колке, потому что она была витая. А здесь я накалываю мелочь, прям такие небольшие, да, совсем чурочки тоненькие. Прямо на пне березы, которую спилили, да. Легкая работа достаточно. Топорик 1,8 килограмма выбрал. И просто здесь приятно, можно помельчить, закрыть эту локацию. Просто наслаждаться процессом. Тоже на 2 такие пластиночки бью и потом их дальше мельчу. Классика. Рекомендую по ней работать. Рукой мы еще дальше проговорим. Придерживать левой обязательно можно плашечку, но ни в коем случае под удар пальца не подсовывать. То есть сбоку. Немножечко придерживать сбоку. Вот. Чтобы не ударить себе по руке. Отдельно еще про это проговорим впереди. Цель надо иметь какую-то. Ради чего? А когда не ради просто так, так и за 2000 можно колывание. Напарника почти невозможно найти. Идем дальше. Когда мы бьем на плашке, на пласты прямо на земле. Такая работа. Здесь я взял колун 2,5 килограмма. Надо стараться, когда им бьешь, не пробивать полностью, да, чтобы не бить по земле. То есть у нас, когда прошивает он древесину, надо, чтобы он останавливался там вот или пролетал, так скажем, мимо, как бы в твою сторону. Желательно, ну, между ног, естественно. Да, чтобы вот так вот, видите, чуть стойка тут пошире. Вот это очень важный момент, когда мы бьем так. Это уже для продвинутых пользователей, которые могут, в принципе, рассчитать силу удара плюс-минус в соответствии со сложностью колки древесины. Вот. Для тех, кто, например, новички, любители, так вот, кто на даче покалывает дровишки, вот, можно брать какой-то колун, который тяжелый, который может быть не жалко, либо также на чурочку ставить и на чурке разбивать, да, уже на пластинке. Вот видите, тут стойка у меня пошире. Потому что здесь можно ударить себе по ноге, чтобы этого не было, надо пошире просто остановиться. Здесь я взял колун уже 5-килограммовый, потому что это комель березы. Это видно, да, она прям пошире. И здесь по краям бьем, аккуратненько разбираем. Не пытаемся там по центру, ни в какие вот эти вещи, просто по краешку, потихонечку, вот так. Немного я подустал уже здесь. Да и в принципе надо правильно всегда дышать, даже не тогда, когда ты устал. С каждым ударом, пока мы поднимаем колун, мы вдыхаем воздух носом. И при ударе просто выдох. Удар наносишь. Удар с выдохом. Здесь я подобрал чурочку, да, вторую, на которой я буду мельчить. Специально вот повыше сделал себе. Видите, она чуть выше колена, сантиметров, может, 5-10. Очень удобно. То есть ты бьешь, прям мельчишь. Приятно работать.
Вот. Под свой рост всегда подбирайте вот таким образом. Вот здесь просто работа, мельчение, оперативно достаточно, вот можете посмотреть. Вот. При этом не спеша, аккуратно. Палец, обязательно палец, смотрите, как я придерживаю левой рукой пластинку. Вот, можно, видите, вот палец. Я его стараюсь прижимать к ладони, да, и убирать вот он. Вот. Я прям показал там даже специально. Это супер важно, потому что очень легко себе поранить руку, палец. Даже если вот, например, колун будет отскакивать, вот, например, он отскочит от древесины, и у вас рука будет близко, он по инерции отскочит вверх и упадет вниз. И даже вот такой легкий удар может лишить пальца вас. Поэтому очень аккуратно, пожалуйста. Эти хорошие. Да их сразу видно было, что они хорошие. Я еще вчера по фоткам понял, где будет мучение, да, где нормальные. Я уже сразу понял, что там в углу будет. Я их поэтому в конце и не оставлял, чтобы не мучиться. Чисто уже это, глаз уже наметан, ты уже примерно знаешь, где ты начнешь помирать, а где еще живой. Не, бывало очень тяжелые заказы. Это так, как ниже среднего, короче, по тяжелости. У вас тут бывали очень тяжелые. Ну я же говорю, вот в Кольцово тяжелая береза была. Не знаю, каменная вообще, вот такая вот прям вся. В Кольцово. Ну я там и ценник как бы другой ставил. Больше там. То есть тут в Новосибирской области везде хорошая береза. Когда вот она одна стоит, то ее только вот такой кувалдой надо разбирать. Вот это. По сути. А когда такая вот она, все. Ну еще советские топоры тоже хорошие есть, но их редкость. Надо под себя делать. Да, это уже как бы вот он сам ходит. 5-го поколения, да, это самое, что ну есть сегодня лучшее, по сути, на рынке. Лучше нету, по сути, уже. Это вообще прям лучшая модель, считаю, вот именно этот маленький. У меня их штук 7, наверное, или 8 разных. Да. Да, я просто на каждый заказ я еду, я уже примерно представляю, какая береза и какие надо взять инструменты, чтобы все не тянуть. Всякие есть уже. Под любые задачи. Сегодня я специально кувалду взял. Дальше идем. Вот, допустим, вот эта пластинка, она с сучком. Видите, вот справа сучок. Вот я доколол до определенного примерно места, до центра, да, намельчил. Вот, и дальше, Мельчу. Ну, бывает, я газик... так скажем, по сучку, вот здесь вот будут удары. Вот, ну, она здесь легкая прошла. Вот, и здесь уже вдоль сучка я сейчас буду бить. Вот, вдоль сучка именно. Не поперек, а вдоль его. Потому что поперек не получилось бы. Ну, получилось бы, может, но очень сложно. Поэтому вот я вдоль ударил, это важно. По-умному. Как бы учли, так скажем, все. И вот сейчас вот он не втыкается вообще. Он либо отскакивает, либо проходит. Вот это они по-умному сделали. Кажется, маленький крючочек добавили, а совсем другая игра уже. Вот, а его раньше не было, он был просто вот так вот. Вот его добавили, и все, и он перестал втыкаться. Вот он проходит, вот, или отскакивает. Вот он застрял, но он легко застрял. А в старых, вот он отскакивает. В старых моделях он застревал, он застрял, ты его тянешь, вот это, дергаться начинаешь. А здесь вот оно, ходит и все. Но я чуть палец себе не отрубил вот этим вот. Но я не ударил. Он вот так вот отскочил. А у меня тут палец был. Он отскочил просто по инерции и просто резанул по ногтю. Бля, кровь хлестала, так все. Я долго залечивал вообще палец. Указательный на левой руке. Я после того аккуратнее стал. Вот. Недели 2, наверное, я залечивал его. То есть отрубить можно вообще легко палец. Очень легко. Тут классная вообще березка.
Я один сезон, когда начинал колоть, колол только дедовским. В 23-м году я вспоминаю эти времена с дрожью. Потому что это вообще, это ужас. Я вообще не знаю, как я колол столько дров тогда, на каком энтузиазме. Потому что сейчас я приехал, я вот каждый инструмент у меня есть. А я только начинал, у меня был один дедовский колун, тесть дал. Вот такие же дрова я дедовским колол. Это вообще это... Ну, то есть это не знаю, как сравнить. Ну, вот как пилой пилить, условно, ножовкой, либо бензопилой хорошей, штилем. Это то же самое. Это вообще было. Я бы так быстро бы не переколол бы, если бы не инструмент. Понятно, что опыт. Просто, я говорю, ну вот, дедовски нормально, когда вот такая береза ровная. А когда вот такая, как там, ты приедь и раскали... Интересно посмотреть, кто победит все-таки, спортсмены или это. Как бы не знаю, вот посмотрим, кто победит. Это же это как соревнование, всегда интерес хороший. Вот он тоже классный вообще. Еще супер важный момент, когда при ударе я немножечко подсаживаюсь. Видели, когда тут разбивал чуть-чуть, чтобы вес удара, да, вес меня, да, в удар вкладывался. Кто вот единоборствами занимался, например, кто ударными занимался, те знают, да, что корпус надо вкладывать, что ноги пружинят, да, и все оттуда идет, все от земли идет, все от ног. Поэтому здесь вот немножечко надо вкладываться в удар. Вот. Когда пластишь, можно даже и сильнее вкладываться, подсаживаться, чтобы на спину не была такая большая нагрузка. То есть ты подсаживаешься, при этом делаешь выдох, и спина стараешься более-менее прямой ее держать, поясницу. Чуть-чуть прогибаешь, чуть-чуть так. Вот, чтобы у тебя она была прямая. Вот. И удар хорошо идет, и твоего веса достаточно. Он в колун уходит, энергия, и он уже ее, колун отправляет ее уже в, соответственно, древесину. Я в этом году тоже, кстати, ямы копал под туалеты. Копал немного. Ну, у меня лопаты сейчас тоже приехали от этой же фирмы, что и колуны. Хорошие, Fiskars. Хорошие лопаты. Вот здесь я решил разбить по центру, показать вам наглядно. Сложновато по центру пошла, потому что она там такая сучкастая была. И здесь уже, раз уже не получилось такие сделать пластинки-плашечки, ровненькие, аккуратные, то тут уже бьем просто пополам, и потом еще не на пластины, а на такие куски. Получается у нас 4 куска с этой чурочки. Вот, то есть тоже по ситуации надо смотреть, где не получается на пластины, на плашки, потому что она не такая ровная, она сучкастая. Тогда разбираем вот так, кусками. И потом уже эти куски становимся вот и на нашей подготовленной заранее чурочке мельчим. Так вот, если...
Будем заканчивать на сегодня. Пишите свои комментарии, делитесь своими советами, лайфхаками. Буду рад обратной связи конструктивной. Всех благодарю, берегите здоровье, высыпайтесь, спортом обязательно занимайтесь.